Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Империя Таро. Всех, кто еще не подписался, подписывайтесь. Здесь много чего будет интересного. Сегодня буду работать на колоде Иллюминат. Также напомню, что акция продолжается до конца августа. Личный расклад стоит 3000 рублей. Также помогаю выйти из созависимых отношений. Кому надо, тот обратиться. Так, давайте сегодня посмотрим на такую тему, что происходит у него в жизни. Так, представьте своего мужчину. И поехали. Так, какой-то мужчина. Какой-то мужчина. На сегодняшний день этот мужчина, у него есть женщина, может быть, это вы или нет. На сегодняшний день у него нет общения с конкретной женщиной. Женщина та, которая на сегодняшний день не преклоняется под этим императором. Какая-то между ними зависшая ситуация. И вообще тот мужчина, сам по себе, да, когда женщина с ним вступает в отношения, женщина здесь превращается в жертву. И еще добавлю, этот мужчина, он такой вот, знаете, как очень жестокий, помимо этого своенравный такой мужчина, да, что женщина здесь должна прогибаться под него. Мужчина этот, который не выражает ни эмоций, от него, знаете, как доброго слова не услышишь. Мужчина тот, который не пойдет на жертву ради женщины. Женщина должна все делать для него. Такой вот деспотичный мужчина, какой-то еще мужчина. Так, мужчина, скорее всего, либо был женат, либо на сегодняшний день женат. Вообще мужчина тот, который со стороны, например, посмотришь на него, это тот человек, который придерживается всех нравов, да, он, кстати, может быть и верующим. Помимо этого, мужчина мечтательный, только, да, начинает мечтать, да, вот видите, он здесь стоит, здесь, в принципе, ничего не делает, да, но он мечтает, вот разглядывает какие-то кораблики, он все ждет, вот то, во что он вложился, да, что все это к нему самому приплывет. Помимо этого, не скажу, что здесь такой мужчинка, да, который инфантильный герой. Когда ему надо, он будет действовать. Да, активный такой мужчинка, но скажу так, что со своим уставом любит учить, нравоучать других вот людей. Вот у него своя там голова, свои тараканы. Так, что у тебя происходит на сегодняшний день в личной жизни? Что происходит в личной жизни? А я вам скажу, есть у него конкретная девушка, здесь, возможно, младше этого мужчины, да. Вообще у мужчины на сегодняшний день в окружении есть дамы, да. Мужчина на сегодняшний день пребывает в любовном треугольнике. Помимо этого, скажу так, но, есть одно но, в любовном треугольнике, но как будто его никто не слышит. Помимо этого, много каких-то тайн. У него, не знаю, либо он нагоняет вот какую-то, не знаю, в отношениях прозрачности нету, да. Женщины все равно не получают. Есть у него конкретная женщина, она может быть младше этого мужчины, да, которая, она, не знаю, может она, либо они вместе работают, да, либо проживают, вот что-то у них есть на сегодняшний день общее. Так, что у тебя происходит в личной жизни? Что еще происходит в личной жизни? Так, еще параллельно какая-то есть. У него вообще здесь столько женщин, еще есть присутствует женщина, с которой отношения закончились. Это вы или нет, не знаю. Помимо этого он переживает здесь, что эти отношения закончились. Эта женщина, скажу так, это королева Пентаклей. Это могла быть его супруга, либо постоянная женщина, которая любит, ну, деньги, материальная такая приземленная женщина. Да? Он по поводу этой женщины очень много переживает, что отношений нет. Так, почему отношения закончились у тебя с этой женщиной? Почему? Ну, скажу так, здесь мужчина очень относился халатно, как-то по-детски в этих отношениях, да, он мог не вкладываться, не работать в этих отношениях, постоянно были конфликты, выяснение отношений, помимо этого, не знаю, здесь какой-то, может, скандалы какие-то присутствовали, помимо этого ревность была, недоверие какое-то было, что еще было в этих отношениях? Так, ну, скажу так, этот мужчина с этой женщиной очень плохо поступил. Скорее всего, эта женщина его любила, понимала. Ну и, соответственно, с этой женщиной он очень, мягко сказать, ну, по-свински поступил, потому что ему стало тяжело, здесь некомфортно. А я так понимаю, мужчина здесь убегает от ответственности. Хорошо. Так, это ладно, это, походу, прошлое, это может быть и вы. А на сегодняшний день что у тебя там с женщинами? Что у него с женщинами? Ой, с женщинами какой-то тупик. Что-то все хотят что-то от него, он уже устал защищаться. Помимо этого,
какие-то иллюзии. Кстати, у него, я как и говорила, у него на сегодняшний день могут быть много женщин. И мужчина, да, от того, что много женщин, они загнали его в какой-то тупик. Так, все-таки, что у тебя там с женщинами на сегодняшний день? Что у тебя? Так, на сегодняшний день у него так получается, что присутствует конкретно две женщины, это может быть мать, жена, но эти женщины бывшие. Либо одна точно из них бывшая, которая на расстоянии, да, и вторая почему-то на расстоянии. С одной он мог просто поругаться, разойтись, а конкретно с королевой мечей он с этой женщиной расстался. В личной жизни, конечно, у него там много мечтаний о том, что он бы не отказался бы сразу обеих бы этих женщин к себе в жизнь, да, позвать. Такой вот товарищ. Но одна женщина здесь уже натерпелась и послала его ко всем чертям. Между ними это могут быть разные города, расстояние какое-то, уже эмоциональный холод пошел. Но женщина здесь этого мужчину однозначно, скорее всего, переросла. Да? Она для него как путеводная звезда. И вообще мужчина здесь, конечно, любит женщин, я так понимаю. Что у тебя еще с женщинами на сегодняшний день? Непруха у него. Непруха, а конкретно задевает вот какая-то женщина, королева кубков, которая, не знаю, на сегодняшний день вот между ними было то ли предательство, какая-то ситуация, что вот женщина от него отошла. И на самом деле эта женщина к нему не проявляется, и также он к ней не проявляется. Присутствует конфликт, какая-то болезненная ситуация, может быть болезненный разрыв. Но с женщинами что-то у него на сегодняшний день непруха. Непруха, достали его, но он почему-то заботится здесь. Есть конкретная женщина. А кто эта женщина, интересно? Кто эта женщина? Ну, я так полагаю, что это женщина из прошлого, которую недооценил, да? Что, скорее всего, она могла его разочаровать тем, да, то, что женщина не проявлялась к этому мужчине, к этой женщине он относился очень холодно. Я вам скажу так, что однозначно здесь мужчина с ней не сюсюкался. И он на сегодняшний день злится на эту женщину. Очень зол. Может, потому что упустил такого шанса для себя, да? Такое тоже не исключаю. Так, хорошо. Что у тебя происходит в доме? В доме что происходит? В доме. Что происходит у него? Так, что у тебя в доме происходит? Так. Ну, я вам скажу так, конечно, начиналось все красиво. Женщина здесь однозначно, может быть, эта женщина давит на него, он применяет силу, либо она там силу. Помимо этого, конечно, сексуальный контакт присутствует. Помимо этого, не исключаю, может быть, у него есть дети от этой женщины, да, либо родственники, там семья, предположим. Но вообще так со стороны посмотреть, в принципе, у них все хорошо. Но, что самое интересное, несмотря на то, что, да, в помещении у него все-таки, это могут быть не то, что, да, даже женщины, это могут быть его родня, да, все так душевно со стороны, но внутри сам по себе он такой вот мужчина, почему-то там отшельник. И он какой-то хочет прорыв для себя сделать, да, совершить в своей личной жизни. Может, от того, что его что-то там не нравится, одинокий какой-то, может, не слышит его. Так, почему ты в этом доме отшельник? Почему ты в этом доме отшельник? Ну, скорее всего, не исключая того, что он недополучает, он, которая женщина с ним на сегодняшний день, это может быть любовница, жена, мать, родственница какая-то, да, которая этого мужчину не воспринимает всерьез. И эта женщина может, кстати, его обманывать. Да, это та женщина, с которой он делит быт. Так, либо не договаривает что-то, но в доме какое-то, не знаю, болото какое. Кто тебя там обманывает? Кто тебя там обманывает? А с ним играет женщина конкретно. Эта женщина, да, кстати, для кого-то это прям вышла здесь любовница. Она с ним просто играет, причем постоянно, да. И в этих отношениях она почему-то вот здесь выходит, да, но как будто выше себя ставит. Она, кстати, может быть на сегодняшний день, это и супругой может быть, да, но здесь я вам скажу так. Может, когда-то они были любовниками, да, что на сегодняшний день они проживают вместе, и она просто им пользуется. Помимо этого, здесь у них все равно все это постоянно происходит. Они могут расставаться, потом опять вместе, но там главная женщина. Женщина. Он, не знаю, вот никак не может ее прочесть. А ты что там так лоханулся с этой женщиной? Что ты так лоханулся с этой женщиной? Так, ну, во-первых, я вам скажу, что с этой женщиной конкретно он видел для себя хорошие перспективы, да, и поддержку обещали, все обещали. Помимо этого, не забывайте, что здесь мужчина с эго, да. Здесь он все-таки рассчитывал, может быть, на финансы, может, их что-то объединяло, он на это рассчитывал. И что ты, получил ли это? Получил ли то, что тебе обещали?
Ой, господи, здесь, не знаю, может быть, у него, посмотрите, все женщины выходят. Ну, вообще он думал, да, соответственно, что тот выбор, а здесь выбор, когда-то он сделал выбор в пользу этой женщины. Женщина здесь больше все, да, весь акцент на себя. Соответственно, он должен вообще здесь только уделять ей внимание, все под нее. Женщина, кстати, может ему капризы устраивать. Помимо этого, не скажу, здесь у мужчины параллельно еще кто есть, а здесь дьявол выходит. Я вам скажу так, он попал под зависимость от этой конкретно женщины. Помимо этого, скажу так, здесь может быть у них обоюдное, да, то, что они друг друга изменяют. Почему? Потому что сам мужчина здесь такой тоже на выборе может быть. Так, у него там есть какие-то женщины, это могут быть и родственники, тоже такое, да? Так, хорошо, что от тебя эти женщины хотят? Что хотят от тебя? Они хотят от него много чего здесь, чтобы он все-таки взял на себя, может, какую-то ответственность, да? Все равно здесь еще, ну, вот как-то вот что-то выдумывал, чтобы, и помимо этого, чтобы от него все здесь хотят, да, и денег, эмоций, и решительности, и чтобы в карьере было от него все. Но, видите как, они хотят реально видеть того мужчину, который будет что-то давать. Он же здесь выходит такой, как принц, красавчик, да, а он почему-то от этого уходит. При этом, я вам скажу, женщины им постоянно манипулируют здесь. Манипулируют. Почему ты от этого уходишь, скажи мне? Почему? Ну, скажу так, для кого-то скажу так здесь, что мужчина просто лоханулся, совершил не тот выбор. Почему он от этого уходит, да, когда-то его вознесли, да, до небес, а на сегодняшний день ему просто, ну, не знаю, как к мебели относятся, где он там находится. Все по справедливости, никто с ним там не сюсюкается, и никакой там он не победитель, и не дают возможности самоутвердиться. В какие-то жесткие он попал условия. Ну, человек несчастный какой-то. Погоди, а почему же так у тебя в жизни плохо там, не знаю, с кем ты сейчас? За что это тебе? Почему так плохо? За что? А потому что, я вам скажу, это он получает за конкретную женщину. С кем он, не знаю, там пожадничал в отношении этой женщины. Женщина, это которая самодостаточная, красивая женщина, да, на сегодняшний день. Он получает сегодня разрушение в своей личной жизни, потому что поступил плохо с этой женщиной. За что ты еще получаешь? Почему такая у тебя невезуха? Почему? Потому что мужчина здесь, ему давался шанс, да, вот здесь конкретно вот вышло, да, он принял неправильное решение. Когда ему, да, высшие силы давали шанс на то, чтобы с этой женщиной как-то помириться, сделать для нее какие-то шаги, этот мужчина превратился в такого недомужика. Он мог, кстати, эту женщину оставить, не знаю, без жилья, без денег, как-то он с ней очень плохо поступил, вот как инфантильный мужчина. Хотя ему давался шанс для того, чтобы с этой женщиной как-то вот наладить отношения, но он этим шансом не воспользовался. Почему еще у тебя в жизни такие проблемы? Почему в жизни такие проблемы? Ну, потому что он сам закрутил эту шарманку. Он же хотел же здесь, извините. Мужчинка сам здесь дьявол, за своего дьявола, да, он показывает, получает здесь. Натворил делов. И, соответственно, он, кстати, мог попасть на сегодняшний день и под магию. И здесь, понимаете как? На сегодняшний день могут также на него нападать. Когда-то этот мужчина ради своих искушений поступил с одним человеком, может быть, с вами, может, с кем-то еще, да, очень плохо. Здесь мужчина с этим человеком не считался, да, с этой женщиной конкретно. А на сегодняшний день ему приходится вот защищаться, но, как говорится, получает он по справедливости. Хорошо, а что это дьявол тебя заманил, и что в итоге ты от дьявола получил? От дьявола что ты получил? Ну, что получил? Здесь конкретно, да, женщина однозначно здесь вышла из отношений, да, с этой женщиной, тупик. По поводу того, то, что здесь еще, говорю, однозначно у него какие-то страхи появились. Помимо этого, не знаю, может, он для кого-то пить начал, да, здесь мужчина такой, сам по себе, который на язык профессионал. Вот дьявол привел его в начале, да, было искушение, да, там все казалось вроде как золотом, а потом время прошло, да, оказалось, что это, ну, дерьмо. И вот на сегодняшний день он уже стоит, защищается, хотя он шишек себе набил здесь, ой-ой-ой. Из-за чего? Из-за того, что здесь мужчина такой вот, знаете, как, ну, ему постоянно нужны эмоции. Эмоции, а на сегодняшний день, я понимаю, что он эмоции не получает. Так, за что ты еще сегодня получил? Наверное, скорее всего, этот мужчина либо состоял в браке, да, либо он на сегодняшний день в каких-то отношениях, может быть, вы были любовницей, да, и вот как-то этот мужчина, не знаю, вас втащил в треугольник. Либо вы были супругой, он вашей семьей пожертвовал здесь ради того, для своих увлечений, да,
И помимо этого скажу так, здесь он произошел, здесь разрыв, не знаю, с вашей стороны, с его стороны. Отношения, возможно, были на ножах. Помимо этого, кто-то из третьих лиц ему помогал, понимаете, подкидывал идеи. Ну и что еще сегодня у тебя в жизни-то? Ну что еще в жизни? Что у тебя в жизни? В принципе, скажу так, есть ситуация, в которой, да, здесь нужно выходить из какой-то ситуации. Могу сказать так, если там на работе, да, вот вроде у него, может, какой-то шанс появился, но в оконцовке он остался здесь каким-то здесь разочарованным. Почему? Потому что хочет он того или нет. Здесь он на сегодняшний день проходит свои уроки, да, за свою жадность. Помимо этого, здесь то, что прислушивался к семье. У него есть семья здесь, не знаю, то ли родственники, кто-то ему вот в отношении какой-то женщины, это, скорее всего, вы, с кем вы, да, с кем он так мог поступить. Здесь однозначно были третьи лица, которые вот на него, как говорится, нажали, да, помогали ему избавиться от вас. Но на сегодняшний день этот мужчина из-за своего эгоизма остался для себя в не очень такой вот хорошей позиции для него. Невыгодная позиция. Но в дураках остался. Понимаете? Хотя здесь обещали много чего, но в оконцовке он какой-то, не знаю, недолюбленный, что-то здесь разочарование какое-то у него. Здесь выход какой-то нужен. Видите как? Он все не может решиться на что-то. Вот такая вот сложилась сегодня ситуация. Вот что происходит у вашего в жизни мужчины, да, на сегодняшний день. Какие события, все-таки у него есть трудности и с работой, и что-то там в личной жизни, какие-то женщины, столько женщин у него. Но скажу однозначно, одна из них точно зацепила, не знаю, бывшая любовница, либо это бывшая супруга. На сегодняшний день, с которой, скорее всего, нет общения, и с этой женщиной, возможно, есть дети. Да? Этот мужчина мог одну жену оболгать, была любовница, он на ней женился. Либо, ну, просто воспользовался любовницей. Но он конкретно сегодня получает здесь за конкретную женщину. А вот та, которая на сегодняшний день с ним рядом, он ей не интересен. Он там как вещь какая-то, причем она его обманывает. Но, судя по тому, этот мужчина тоже не чистенький здесь, да? Здесь такой болотный герой пришел. Эгоистичная скотина, но, в принципе, женщина у него такая же. И они нашли друг друга. Помимо этой женщины еще там кто-то есть. Там у него интересная личная жизнь, да? Ну вот, видите как. Кстати, та женщина, которая с ним на сегодняшний день, она претендует на роль, не знаю, в качестве там главной женщины. Ну и помимо этого, ему не нравится то, что всем она управляет, давит на него. Вот такая вот ситуация. Здесь мужчина очень такой расчетливый, сам не дурачок. Кого хочешь, обманет. Хитрый. Ну, я думаю, вам знакомый товарищ. Вот на сегодня был такой у нас расклад. Подписывайтесь на меня, ставьте лайки. Ну и также не забываем, что это был общий расклад. За личным раскладом обращайтесь. И как всегда я вам скажу, до скорой встречи.